я хочу сказать? Что же я хочу сказать? Вообще вся история начинается с очень веселой истории, как я на одном собеседовании я получил прозвище вайп-кодер, и даже Тимлид уже выпустил один пост на LinkedIn, что вот, я такой вайп-кодер, ничего не умею, из себя я представляю плохой инженер, и я не смог все как-то нормально все организовать. И самое неприятное, в каком-то смысле интервьюер был прав. Не потому что использовать AI для разработки это плохо, нет, вовсе не так. А потому что если ты не можешь без AI нормально объяснять базу, архитектуру и код, то со стороны ты выглядишь не как AI native builder. Ты выглядишь как человек, который спрятался за инструментом и из себя ничего не представляет. И вот здесь начинается нормальный разговор. Вайп-кодинг это вообще деградация инженерии или все-таки новый виток и новая абстракция для IT-индустрии в целом? И не только IT-индустрии, я бы сказал, был для бизнес-сегмента вообще. Да я хочу сказать. Что же я хочу сказать? Вообще, пару лет назад, как только вышел первый один из трансформерных языков ChatGPT, все спорили, станет ли промпт-инженер новой профессией. Спойлер, если твоя главная ценность, что ты умеешь красиво просить ChatGPT какие-нибудь там запросы, то рынок тебе быстро скажет, что нет, ты не подходишь, это не новая профессия, а просто отдельный скилл. Но это не значит, что AI стал менее важным, нет, наоборот. За эти 2 года AI сделал очень большой шаг в агентском направлении. Просто мы уходим из уровня чатики промпты в уровень, где AI становится частью разработки продукта и команды. Если раньше вопрос был, как правильно попросить модель, то теперь вопрос другой, чутка в другом направлении. Как построить workflow, где AI реально помогает, но не превращает проект в технический долг с красивым интерфейсом. Да я хочу сказать. Что же я хочу сказать? Я поделил бы AI-разработку на несколько уровней, на 5 уровней. Первое– это AI как чат. Это наши привыкшие к нашему сознанию чатовые версии ChatGPT, Cloud, DeepSeek и так далее. Ты спрашиваешь, он отвечает. Полезно, но это все еще умная вкладка в браузере, не более. Второй уровень– это prompt engineering. Prompt, text, шаблоны, act as senior, ощущение магии. То есть он не особо дальше продвинулся от первой версии AI-разработки. Третий уровень– это AI-assisted building. Курсор, Cloud Code, Codex, вайп-кодинг. Ты описываешь желание, AI помогает писать код, ты запускаешь, проверяешь, даешь фидбэк. Это вот именно вот этот уровень, который сейчас до сих пор многие думают, особенно в СНГ пространстве. Чисто для разработки MVP и все. Более не хватает. Четвертый уровень– это Agentic Workflows. AI уже работает с инструментами, с логами, с approvals, evaluation system и со многими системами, которые используются для разработки. Пятый уровень– это AI Native Teams, то есть полноценная AI-нативная команда. Это когда команда строит процесс сразу вокруг людей. AI Agent, Tooling, Reviews, тесты и Guardrails. AI не где-то там находится сбоку или там сзади, а AI является по сути полноценным сотрудником. Да я хочу сказать. Что же я хочу сказать? И я прекрасно понимаю, почему у многих серьезных инженеров от слова вайп-кодинг начинается нервный такой, знаете, раздражающий тик. Потому что они видели не AI native builders, нет, вообще не так. Особенно в СНГ пространстве. Они видели людей, которые не могут объяснить код, но уверенно говорят, что у них команда агентов. И честно, это как бы красный флаг. Даже я сам на таком попался один раз, вот в том, что беседую. Я не мог нормально объяснить, как моя агентская команда работала. И интервьюер подумал, что я какой-то там дурачок, который чисто там почитал пару историй, что вот с помощью AI это можно разрабатывать что-то там. Вот из-за того, что я неправильно смог передать свою мысль. И если быть честным, когда AI написал тебе код, и ты не можешь его прочитать, объяснить, протестировать и поправить, это не новая инженерия, это технический долг с красивым интерфейсом. Поэтому я не защищаю вайп-кодинг версии. Пусть AI думает за меня, а я просто буду чилить и пить кофеечек. Я защищаю другую версию AI как тиммейта, где человек все еще отвечает за архитектуру, качество и последствия. Если ты не можешь дебажить код без AI, то AI не сделает тебя сеньором, он просто стал твоим переводчиком с неизвестного языка. Вообще, сам термин вайп-кодинг уже стал культовым, я бы сказал. Коллинз назвал его словом года, 2025 года, да, как разработку, где Natural Language превращается в код через AI. Также Google Cloud описывает вайп-кодинг как цикл, описал цель, AI сгенерировал код, и ты запустил, посмотрел, дал фидбэк и двигаешься дальше. И это реально мощно.
Но у нас сейчас вайп-кодинг очень быстро свели к формуле одной. Накидал MVP за вечер, записал шорс, теперь я фаундер. Особенно в СНГ пространстве. Я понимаю, почему серьезные разработчики, тимлиды, enterprise дядьки смотрят на это и думают, ну понятно, игрушка для прототипов, большой разработки это вообще не надо. Но это ошибка. В Enterprise это просто не будут называть вайп-кодингом, там это назовут AI Assisted Development, Coding Agents, Developer Productivity, Governance, Guardrails. Как угодно, лишь бы не звучало так, будто инженер пришел на сезон и сказал, я просто навайбил продакшн. Нет, вообще не так. Проблема не в вайп-кодинге, а проблема в его детской версии, то, как в СНГ пространстве у нас запомнили. В американской индустрии это уже исчезло как проблема, и сейчас появляется больше и больше AI native команд, а в СНГ до сих пор думают, этот вайп-кодил, что это такое? Ну, это просто там за вечер на MVP шел и все. Зачем они что нужны, что они могут наделать-то? Ну, то есть мыслят годов так 24-25, кто не отрицал, но СНГ рынок отстает значительно от американского рынка. Поэтому следующий уровень не просто разработчик использует AI, нет, вовсе не так. Следующий уровень это AI native команда. Это команда, где AI встроен в рабочий процесс, аналитика задач, черновики, архитектура, генерация кода, код-ревью, тесты. А иногда агенты, которые могут делать действия через tools, но ключевое слово, это не значит, что люди больше не нужны. Нет, вовсе не так. Наоборот, чем больше AI получает возможностей, тем важнее становится архитектура, контроль, безопасность и ответственность. OpenAI в гайде по агентам описывает Production Agents не как один красивый промпт, а как систему Models, Tools, Structured Instructions, Orchestration, Guardrails и Human in the Loop. То есть серьезно AI это не магия. Это runtime, tools, constraints, логи, evaluation и человек, который понимает, что он строит. Главное, что он понимает, какую систему он строит, а не просто отдает все на волю агентам. Это уже не чисто теория, что рынок уже двигается сюда. Например, Box уже ищет AI Business Automation Engineer. Человека, который работает рядом с финансом, с людьми, с Customer Success, с юридической частью, разбирает реальный workload и перестраивает процесс через First AI подход. То есть это не prompt guy, а человек, который находится между бизнесом, инженерией, интеграцией и автоматизацией. И вот это ближе к будущему, чем я знаю секретный промпт. Будущий инженер это не обязательно тот, кто быстрее всех вручную напишет код. Нет, вовсе не так. Это тот, кто понимает, какой код вообще не надо писать, где нужен агент, где нужен workflow, где нужен человек, а где AI надо просто закрыть доступ и отправить в сэндбокс подумать о своем поведении. Я хочу сказать, что же я хочу сказать? И вот мне интересно, как вообще вайп-кодинг отобразится в СНГ, не в том формате, который сейчас, в устаревшем формате, я бы сказал бы. Тут мне реально интересно, как это отобразится в СНГ формате, потому что пока вайп-кодинг у нас часто воспринимается как MVP фабрика, то есть быстро накидал, быстро выложил, быстро забыл. То есть это мнение годов 24-го года, я бы так сказал бы. Но в англоязычной среде уже появляются проекты, комьюнити, которые строят вокруг этого целую культуру, целое комьюнити, целые реальные продукты. Мне, в принципе, именно в англоязычном контенте близок, то есть это лайфбилдинг, комьюнити, продукт, обучение, ошибки, прогресс и реальные артефакты, а не просто красивые слова в LinkedIn. Я хочу сделать свою версию этого в СНГ, более инженерную, более саркастичную, менее магическую. Не тусовку, кто быстрее навалит MVP. Давайте это оставим там балаболом в LinkedIn, которые всегда пишут про это, что они за вечер построили целый Google 2.0. Нет, это не наш случай. Наш случай более грязный, более реальный. Комьюнити людей, которые интересно строить AI-системы нормально. То есть это agents, workflows, coding tools, eval, safety, debugging, постмортемы. И поэтому весь процесс будет показываться от нуля до конца. Потому что мне самому не хватает этой среды. Среды, где люди с помощью AI tools могут делиться своими результатами и продвигать вайп-кодинг культуру в СНГ не просто как чисто игрушка MVP, а как реальный новый абстракционный инструмент для всей индустрии IT. Я хочу сказать, что же я хочу сказать? Поэтому следующий этап канала – это не просто рассказать про AI Tools. AI Tools выходит каждый день, и невозможно за всеми следить. И тейки будут устаревать, так как всегда эти инструменты улучшают и улучшают. И невозможно всегда следить за 100 плюс тысяч инструментов. Следующий этап – это строить. Изначально я и открыл этот канал, чтобы в живом эфире со всеми людьми строить продукт свой, полностью AI native.
Я начинаю Build in Public серию, где будут строить реальный AI-воркер с нуля. Домен продукта пока не раскрываю, не потому что там секрет НАСА, а потому что сначала хочу показать инженерный процесс, а не продавать идею на воздухе. В кадре будет то, что обычно вырезают из красивых демо в YouTube канал. Это архитектура, плохие решения, первый репо, Agent Loop, ошибки, странные ответы модели, ограничения, переделки и честные постмортемы. Это будет не AI написал мне продукт, нет, вовсе не так. Это будет я строю продукт с AI как teammate и отвечаю за последствия сам. И за архитектуру, и за все важные решения отвечаю сам. Так что да, на собесе меня назвали вайп-кодером. Это был неприятный, но полезный сигнал. Потому что AI Native Builder не должен прятаться за AI. Он должен понимать код, архитектуру, ограничения и ответственность лучше, чем раньше. Промпт-инженер, как магическая профессия, умер давным-давно. AI инженеринг только начинается. Следующий этап это не просто промпт, не просто чат, не просто MVP за вечер. Следующий этап это AI Native Builders и AI Native команды. Моя задача построить уже по сути свой третий стартап, потому что прошлые две уже не прошли валидации и были провалены. Это будет уже третий стартап и дойти до $1 миллиона MRR. Да, большие цели, большие риски. Вот. И также построить свой комьюнити, СНГ комьюнити вайп-кодеров, где все друг другом будут делиться, каких результатов будут достигать. И мы покажем, что за вайп-кодингом есть будущее. Не тот вайп-кодинг, который до сих пор в СНГ думает, что это чисто MVP накидали. Нет, а не то, что как в англоязычном континенте. То есть построение реальных AI-native команд и продуктов. Я хочу проверить это на практике, строить реально AI-воркер публично, с нуля, под таймером, с ошибками, архитектурой и артефактами. Если тебе тоже интересно, чтобы вайп-кодинг в СНГ был не только про MVP на соплях, а про нормальные AI-системы, добро пожаловать. Мы будем проходить это путешествие вместе с нуля. Промпт это был интерфейсом, по сути. Workflow становится продуктом. А команда будущего, скорее всего, будет не просто human team, она будет AI-native. Спасибо всем за просмотр. Всем удачи и до скорого анонса. Я выложу анонс скоро. Чао.